Одним из самых ключевых элементов в работе с кластерами это storage. Именно storage часто является ботлнеком, когда вы хотите быстро развернуть какое-то определенное количество виртуальных машин либо контейнеров. И при создании кластерных систем параллельно смотрят на storage, чтобы он также очень быстро работал и чтобы сеть между вашей системой виртуализации и storage была очень быстрая. Многие выбирают Proxmox по одной очень классной причине, что мы можем создавать High Availability Storage средствами Proxmox и на основе Ceph. А Ceph можно делать отдельную серию видео, так как эта система очень большая, имеет много возможностей. Есть также много нюансов в этой системе, поэтому на этом видео я вам буду показывать, как создается, как настраивается Ceph с помощью Proxmox возможностей. То есть мы будем создавать Ceph внутри Proxmox кластера. Не отдельный Ceph Storage, а именно для работы с системой виртуализации. Перед тем, как мы начнем создавать Ceph кластер, давайте немножко теории, чтобы было понятно, какие элементы нам необходимы, как подключены наши хосты в Proxmox кластере, чтобы это все вместе работало. Также на этом видео мы будем создавать интересную сеть Fabrics, которая появилась с Proxmox 9 версии. Она нам позволяет очень удобно создавать сети внутри Proxmox кластера. И особенно удобно для работы с Ceph. В Proxmox кластере есть несколько способов, как можно объединить хосты между собой и как можно передавать виртуальные жесткие диски от контейнеров либо виртуальных машин между хостами. Если у вас небольшое окружение, то можно воспользоваться Storage Replication. Эта функция подойдет хорошо для статического окружения, где у вас ничего не меняется. Для баз данных либо для динамических вещей это не подходит абсолютно, так как состояние дисков на хостах, оно разное. Репликация происходит не вживую, а через определенные промежутки времени. Поэтому здесь нужно быть осторожными. Что чаще всего встречается и используется везде, это внешние storage, shared storage. Например, у вас есть Proxmox кластер и у вас есть также shared storage NAS система, которая подключена к нодам через NFS, либо Samba, неважно. И таким образом у нас есть центральное хранилище для виртуальных дисков. И нам не важно теперь будет, когда у нас падает один из хостов. У нас всегда есть определенное состояние, которое хранится центрально. Мы используем на хостах лишь ресурсы системы, такие как центральный процессор и оперативную память. Но здесь есть другая проблема. У нас всего лишь один shared storage. Если он падает, то у нас падает абсолютно все, у нас ничего работать не будет. Никакая виртуальная машина не запустится, хотя Proxmox кластер будет работать дальше. В этом случае делается также shared storage как кластер, то есть у нас появляется дополнительное железо, которое просто работает параллельно. Недостаток этой схемы то, что нам нужно дополнительные инвестиции в storage, который не очень-то дешевый. И плюс сетевое окружение также довольно-таки должно быть хорошее. Какое есть решение, которое объединяет эти две схемы? Чтобы у нас не было дополнительных инвестиций, дополнительного железа, но чтобы мы не волновались, если у нас выходит из строя один из хостов. У нас данные будут всегда актуальные. Мы можем воспользоваться Ceph Storage, который мы можем создать внутри нашего Proxmox кластера. И причем полностью через графическую оболочку. Нам не нужно никакой командной строки. Лишь только для тестов, либо посмотреть статистику и состояние сервисов. Настраивается очень легко, и мы на этом видео посмотрим, как это делается. Коротко об инфраструктуре. Итак, у нас есть 3 хоста, которые объединены между собой, то есть через один свитч. У нас есть интерфейс ENS-18. К этому интерфейсу также подключен Bridge. И также через этот интерфейс происходит коммуникация к виртуальным машинам и контейнерам. При создании Proxmox кластера желательно использовать отдельный интерфейс для коммуникации именно внутри Proxmox кластера. ENS-19. С версии 9 в Proxmox появилась новая функция Software Defined Network Fabrics. Fabrics – это новая функция в системе SDN, которая автоматически настраивает маршрутизацию между узлами в кластере. Проще говоря, она создает умную сетевую связку между серверами, упрощая настройку внутренней сети.
Все работает автоматически, нужные маршруты и протоколы связи настраиваются сами без вашего вмешательства. Такая сеть адаптируется к изменениям в топологии. Например, если один из хостов отключится, либо добавится новый, Fabrics подстроится под вашу новую топологию, под вашу новую сеть. Также Fabrics отлично подходит для Ceph кластера, чтобы все узлы напрямую общались между собой. Чтобы это организовать, нам еще понадобится два интерфейса на каждом из хостов. И таким образом мы сможем подключить наши хосты между собой. Нам также не нужно будет беспокоиться за маршрутизацию, Fabrics делает все за нас. Это отлично для создания Ceph кластера внутри Proxmox кластера. И одна вещь очень важная, это интерфейсы, которые используются для Ceph кластера, должны быть хотя бы 10 гигабит, так как внутри Ceph кластера помимо самих данных передается еще большое количество метрик. И какие компоненты нам нужно устанавливать на Proxmox хостах, чтобы мы могли создать Ceph кластер? В первую очередь это Ceph Monitors. Они отвечают за то, чтобы кластер знал, в каком он состоянии, какие узлы доступны, какие данные и где хранятся. Обычно используют нечетное число мониторов, например 3 либо 5. Это нужно для отказоустойчивости. Кластер продолжит работу, даже если один из хостов, один из мониторов упадет. Далее нам нужно будет установить Ceph Manager. Это служба, которая работает параллельно с мониторами и позволяет следить за состоянием кластера. Она показывает метрики, загрузку и управляет модулями Ceph. Обычно ее ставят на те же узлы, где и мониторы. Хоть и достаточно одного менеджера, желательно настроить несколько для отказоустойчивости. Далее самый важный компонент OSD – Object Storage Daemon. Именно он хранит все данные в кластере. Обычно для каждого физического диска создается один OSD. OSD состоит из самого диска, файловой системы и службы Ceph OSD. Эти службы обмениваются данными, делают репликацию, обеспечивают балансировку и восстанавливают данные при сбоях. Proxmox рекомендует минимум 3 хоста и 12 OSD дисков, чтобы кластер был стабильным и надежным. Но 12 дисков нужно еще иметь, поэтому в простых окружениях используется всего лишь 3 хоста и 3 диска. Следующим шагом создаются Ceph Pools. Это логические группы, в которых будут храниться данные. Они делятся на множество маленьких единиц, так называемых placement groups, и это помогает равномерно распределить нагрузку по всем OSD. Дополнительно можно настроить CephFS. Это файловая система поверх Ceph. Она позволяет создать общий сетевой диск, который доступен с разных узлов. Например, для хранения ISO-образов, бэкапов, либо темплейтов для контейнеров. Чтобы CephFS работала, нужен как минимум один MDS – Metadata Server. Он занимается тем, чтобы преобразовать объекты в привычные файлы и папки. Это все очень коротко. Давайте посмотрим на практике, как это устанавливается и настраивается. Переходим к созданию Ceph. В первую очередь нам необходимо установить сам Ceph. Если на каком-то из ноде вы переходите в Ceph, то у вас будет отображаться Ceph не инициализирован, либо Ceph не установлен. Если у вас отображается Ceph не установлен, тогда его нужно установить. В первую очередь переходим в репозиторий и смотрим, что у нас есть. Отключаем старые репозитории, либо которые вам не нужны. Мы будем использовать последний Ceph Squid. Посмотрите, чтобы у вас была добавлена репозитория Ceph Squid. Если такого нету, нажимаете Add. Выбираете здесь Ceph Squid No Subscription, либо Enterprise, если у вас оплаченная версия. И нажимаете Добавить. Больше ничего здесь делать не нужно. Переходим в Ceph и нажимаем Install Ceph. Далее выбираем версию Ceph. Если у вас несколько подключенных Ceph репозиторий, у вас здесь будет выбор версии, которую вы можете установить. У меня один репозиторий, поэтому Squid выбираем и выбираем репозиторию. Рекомендуется, конечно, Enterprise, но мы ставим без подписки. Нажимаем «Установить». Готово. Нажимаем «Далее». Нам сразу же предлагается создать конфигурацию. Это пока что мы опустим, чтобы нам не прыгать с одного пункта на другой. Мы установим сразу на всех хостах Ceph. То же самое делаем с третьим нодом. Проверяем репозитории. Отключаем ненужное. У нас есть Ceph Squid.
Trixie. Готово. Save. Установка Save. И выбираем репозиторий. No subscription. Нажимаем Start. На третьем ноде мы также Save установили, но сейчас еще нам рано переходить к конфигурации. Нам нужно создать сеть, через которую будет происходить коммуникация между нодами для storage. Поэтому переходим в Data Center и в SDN выбираем Fabrics. Нажимаем Add Fabrics. Open Fabrics. И теперь нам нужно указать имя. Это будет у нас Safe Mesh Network. Какая сеть теперь стоит указать? Давайте возьмем простую сеть 10.33.33.0/24. Это сеть для 3 хостов, довольно-таки большая. Можно взять 28, будет достаточно. Но, чтобы нам было проще, возьмем /24. Все, нажимаем Create. Теперь нам нужно добавить в эту сеть ноды. Нажимаем Add Node. Node 1. И стоит теперь выбрать сетевые интерфейсы, которые будут подключены в эту сеть. Итак, у нас интерфейс ENS18 – это интерфейс, к которому добавлен VMBridge 0. Поэтому этот интерфейс у нас занят. Далее интерфейс ENS19. Это сеть нашего кластера. То есть там происходит коммуникация между нодами. Для того, чтобы у нас Proximus кластер мог коммуницироваться между собой. И у нас есть еще два интерфейса ENS20 и 21. Именно эти интерфейсы и мы будем добавлять в эту сеть. Далее нам стоит указать IP-адрес для нашей сети, для этого нода. Поскольку мы взяли сеть 10.33.33, и в конце мы можем указать тот IP-адрес, который мы берем для подключения к Proxmox нодам. В конце у меня 51, я здесь укажу также 51. Все, готово. Нажимаем «Создать еще один нод». Сейчас второй нод. То же самое указываем сеть 10.33.33.52 и те же интерфейсы. В вашем случае, возможно, интерфейсы будут другие, либо названия другие. Это стоит вам учитывать. И последний нод добавляем 10.33.33.53 и также два интерфейса. Готово. Если мы нажмем добавить еще один, у нас будет ошибка, потому что у нас больше нету никаких хостов. Отлично. Не забываем, теперь нужно все подтвердить. Так, у нас здесь стоит New. Заходим в SDN, нажимаем Apply. Да. Смотрим. Все у нас все подключено. Все работает. Теперь сделаем проверку. У нас должна быть возможность сделать пинг между нодами в нашей новой сети. Поэтому заходим в shell на первом ноде. Давайте посмотрим IP-адреса. У нас есть новый интерфейс Dummy Safe Mesh, сеть, которую мы создавали. И IP-адрес 10.33.33.51. Давайте попробуем сделать пинг второго нода 10.33.33.52. Все работает. И также 53. Также у нас все работает. Все, мы можем коммуницироваться с нашими нодами через нашу новую сеть. Также хорошая проверка это с помощью команды vtush и далее show open fabric neighbor. Мы видим, что у нас интерфейсы все up и подключены к второму хосту и третьему. Так вы можете проверять, работают ли ваши интерфейсы и видят ли они ту систему, которая находится на другом конце провода. Все, с сетью мы закончили. Теперь можем приступать к настройке созданию Safe кластера. Выбираем один из нодов. Начнем с первого. Выбираем Safe и нажимаем конфигурация Safe. Нам нужно выбрать Public Network. Выбираем нашу сеть Safe Mesh. В идеале, конечно, если у вас есть возможность разделить Public Network и Cluster Network в Safe кластере. Но поскольку это тестовое окружение, и это все настраивается внутри кластера, именно через непосредственное подключение между нодами, то мы можем использовать такую конфигурацию. Cluster Network same as Public Network. Нажимаем «Далее». И нам полностью Proxmox рассказывает, что нам нужно делать дальше. Установить Safe на другие ноды, создать Safe мониторы, создать Safe OSDs и создать Safe Pools. Это мы сейчас все будем делать. Нажимаем Finish. И у нас сразу же показывается статус Health. Не готово. Также у нас два сообщения есть. У нас, допустим, на мониторе Proxmox Node 1 недостаточно места. Давайте сразу же эту проблему мы решим. В Node 1 заходим в Local, ISO и удалим
одно ISO. Готово. И у нас теперь только одна ошибка. У нас также мы здесь видим наши сервисы. Монитор у нас только на первом хосте и менеджер также на первом хосте. OSDs у нас 0, ничего нет, поэтому еще все это будем создавать. Перейдем к мониторам. Добавляем еще 2 монитора, для того, чтобы у нас работала High Availability. Нажимаем Create, выбираем хост 2, нажимаем Create и то же самое делаем с хостом 3. В принципе, нам достаточно одного менеджера. Это все будет работать. Но также для высокой доступности мы создадим еще менеджеры. У нас всего лишь 3 нода, поэтому мы создадим 3 менеджера. Было бы у нас 5 хостов в кластере, нам бы хватило также 3 менеджера. Поэтому мы создаем на втором ноде и на третьем то же самое. Готово. Переходим снова в вкладку Save. И мы видим, что у нас мониторы в 3 нодах, менеджеры также в 3. Отлично. Нам не хватает теперь OSDs. Переходим в OSD на нод 1 и создаем OSD. Выбираем диск. У меня подключен еще один дополнительный маленький диск. Для теста этого будет достаточно. И нажимаем Create. Помним, что для каждого жесткого диска, каждой SSD нам нужно создавать отдельный OSD. Теперь переходим ко второму ноду и делаем все то же самое. Видите, у нас уже на первой ноде есть OSD 0. Up, все хорошо, все работает. Здесь нажимаем также Create, также диск SDB, создаем и повторяем с третьим нодом. Готово. Давайте снова посмотрим, как у нас выглядят наши результаты. У нас нет уже ошибок, у нас статус Health, окей, все хорошо. OSD Up 3 штуки, все отлично. Теперь, чтобы мы могли использовать наш Save, нам нужно создать pool. Заходим в Pools, нажимаем Create. Указываем имя. Давайте будет Save Pool 01. Допустим, у нас будут еще другие пулы. Сайз у нас 3. У нас 3 хоста. Хорошо. И минимальный сайз 2. Здесь не ставьте никогда 1. Минимум 2 хоста должны работать. И далее мы ставим галочку, что Add as Storage. То есть у нас здесь добавится наш пул как Storage, на который мы сможем переносить наши виртуальные машины и контейнеры. Нажимаем Create. Готово. Все, вот наш Save Pool появился. Отлично. И давайте теперь перенесем в Save Pool жесткий диск. Давайте Ubuntu 24 виртуальную машину возьмем. Переходим в Hardware. Выбираем диск, нажимаем Disk Action и Move Storage. Выбираем наш Save Pool и удаляем Source диск. Готово. И теперь наш виртуальный жесткий диск находится на Save. VM диск, виртуальная машина сотая. Поскольку это Save и Shared Storage, то мы эти данные сможем видеть на любом из нодов. Давайте включим виртуальную машину и попробуем ее перенести на другие ноды. Сделаем логин. Посмотрим IP-адрес. У нас 10.10.40.96. Давайте сделаем пинг этой системы и потом будем ее переносить. Посмотрим, насколько у нас стабильный пинг. Пинг минус T 40.96. Все, пинг у нас пошел. Теперь давайте перенесем нашу виртуальную машину. Migrate. И на второй нод, допустим. Все, наша виртуальная машина перенеслась на нод 2. Как видите, у нас никаких проблем с пингом не было абсолютно. Это Save Pools. Далее, как мы видим, в Save Pools мы можем хранить наши виртуальные диски от виртуальных машин, контейнеров. Но у нас нет некоторых директорий. Например, как в Local мы можем хранить также бэкапы, ISO, имиджи, темплейты. Для этих целей мы можем создать SafeFS, файловую систему Save. Это как бы надстройка над OSD. Мы переходим в нод в любой, заходим в Save, и здесь находится у нас директория SafeFS. Чтобы мы могли создать SafeFS, нам нужно создать Metadata Server, MDS. Нажимаем здесь Create, на первом ноде. Готово. Ничего сложного, ничего указывать не нужно. И теперь мы можем создать SafeFS. Даем имя, допустим, 01. Также указываем, что мы хотим добавить как Storage. Нажимаем Create. Готово. И у нас появляется в списке сториджей
SafeFS 01, как мы его назвали. И у нас здесь есть теперь директории Backup, ISO, контейнеры, темплейты. То есть здесь мы можем хранить наши файлы. Вот на этом все. Так просто работает, настраивается, устанавливается система Safe Shared Storage. Если вы используете Proxmox Cluster, то, наверное, ничего нет лучше использовать в качестве сториджа именно Safe. Спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока.